На этой неделе огромное количество, но уже 25 сентября, и пора открывать осенние игры в клубе «Что, где, когда». Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, уважаемые знатоки. Сегодня нас ждет необычная игра. За столом сыграют сразу две команды знатоков. Обе проиграли в первом полугодии, но им дали второй шанс. И, возможно, кому-то удастся им воспользоваться. Против телезрителей сегодня играют Виктория Головня, Дмитрий Акулов, Семен Попов, Дарья Крылова, Денис Мишин и капитан команды Денис Элькис. Эта команда сядет за стол позже, а начнет игру команда Константина Рудера, Евгений Федов, Роман Кузиков, Никита Баринов, Екатерина Солнцева, Александра Золотова и капитан команды Константин Рудер. Против этих двух команд знатоков сегодня играют Алексей Кудрявцев, Витебск, Жанна Бойченко, Калининград, Екатерина Корчагина, Улан-Удэ, Артем Нежурецкий, Бокситогорск, сектор Блиц, Илюся Валиева, Алексеевка, Сергей Смирнов, Любытина, Ирина Фомина, Великий Новгород, сектор Супер Блиц, Евгений Романов, Кагул, Николай Сущенко, Карабулак, Игорь Свириденко, Королев. 13-й сектор. Осенние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Играем до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Итак, уважаемые телезрители, я напомню вам правила игры двух команд знатоков. Отвечая правильно на вопрос, команда остается за столом. Отвечая неправильно, уступает свое место. И так до конца игры. Победителем станет команда, которая наберет 6-е очко. Ну а если проиграют, то дружно. Господин Рудер, будете дружить сегодня с командой Элькиса? Обязательно, господин ведущий. Господин Элькис, а вы будете дружить? Конечно, господин ведущий. Ну посмотрим, кому из вас повезет. Сразу везет А, нет, извините, пока не везет. Великий Новгород. Думал, что Суперблиц. Против вас играет менеджер Ирина Фомина, город Великий Новгород. Госпожа Золотова, в Японии довольно высокий уровень самоубийств. В связи с этим в 2010 году законодательное собрание города Тояма разработало специальную программу первой психологической помощи клиентам. Внедряется она на курсах повышения квалификации для работников одной профессии. Внимание, вопрос. Что это за профессия? Таксисты, может быть. А может, Таксисты, может, таксисты, Да, едут мосту куда-нибудь едут, да, прыгают. Да, и спасать. Если да, каким-то Да, популярным пока местам, едешь, чтобы переубедить. Например, хорошо. Как можно вот покончить с собой? Самый популярный способ. Ребят, если стекольщики, если с стекла моют, животными что-то которые. связанное, ну, например, ветеринары, чтобы там подбросить кота бездомного, ну, то есть вот какие-то такие вещи. Если на крышу поднялся, кто тебе может помешать? Лифтер, ну, если он есть. Не очень. А с животными что-нибудь связано? Учитель. Кошки А у какие-нибудь? кого еще курсы бывают? Первая психологическая помощь, то есть фактически экстренная. То есть Что-то экстренное, либо ты позвонить тебе нужно. Вот да, кому-то звонишь, Колл-центр. А и в тебя барах, кто-то например? переубеждает. В барах или в кафе, например. Бармен, официант. Интересно, кстати. Про такси. Ну, Может, мне про служба таксист поддержки, Тоже наоборот. психология. мне Психологическая. кажется, больше. Служба поддержки где-нибудь. Итак, кто будет отвечать? Господин ведущий, Роман Кузиков на этот вопрос ответит. Прошу вас, Роман. Да, господин ведущий, мы предполагаем, что это профессия таксист. То есть пока потенциальный самоубийца едет на такси, таксист может его переубедить. Скажите, а вы когда-нибудь слышали, что у таксистов курсы повышения квалификации? Такую формулировку когда-нибудь? Не слышал. Вас это не смутило? Смутило. Во время минуты обсуждалось это.
А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Кузиков, идея правильная. То есть нужно было искать профессию, с которой клиенты общаются как бы вот как с посторонним человеком, да, вот без ответственности. Но в городе Тояма основам психологической помощи стали обучать парикмахеров. Зачастую именно они превращаются в своеобразных психологов для своих клиентов. 1-0 в пользу телезрителей. Смена состава. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Ирина Фомина из Великого Новгорода. Интересы телезрителей защищает вице-президент Альфа-банка Алексей Гиязов. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, господин ведущий. А как вам кажется, команде телезрителей будет легче сегодня от того, что знатокам придется меняться местами все время? Мне кажется, телезрителям будет не легче, а знатокам будет сложнее. А для телезрителей ничего не меняется. Надо выиграть в 6 раундах. Ничего не меняется и в размере выигрыша. Вы правильно сказали, за каждую победу телезритель получает 100 тысяч рублей, а автор лучшего вопроса дополнительные 200 тысяч рублей. Абсолютно правильно, господин Гиязов. Спасибо. Спасибо большое. Давайте еще напомним телезрителям, сколько в призовом фонде. Им всегда приятно об этом напомнить. 1 миллион 744 тысячи. Напоминаю, что этот фонд до финала года будет пополняться, пополняться и пополняться. Особенно, если будут выигрывать знатоки. Второй раунд. Уважаемые телезрители, также я напоминаю вам, что ваши вопросы в 13-й сектор нужно отправлять по адресу 13.alfabank.ru. Господин Элькис, скажите, вы бы хотели, чтобы 13-й сектор выпал вам или команде Константина Рудера? Я бы хотел, чтобы все вопросы нам выпали, господин ведущий. И Блиц, и Суперблиц, все вам. Все нам. А что господину Рудеру? То, что останется. А вам выпала Алексеевка. Против вас играет провизор Илюся Валиева, деревня Алексеева, Башкортостан. Вы можете любить их, но не прикасайтесь к ним бесцеремонно. Не целуйте их и не прижимайте к груди. Они не терпят фамильярности. Небольшая коллекция их похожа на лагерь воинственных эльфов. Внимание, вопрос. О чем это сказал Карл Чапек? Цветы какие-то? Может быть, коллекция бабушек? Еще что-нибудь. А может, гномы садовые? А вот как ты прижимаешь? Коллекция кошек не прижимайте к груди. Почему воинственные? Воинственные эльфы — это лучники, Какие-нибудь ушастые, уши торчат. Слушайте, она Радиоприемники, просто не похожа, получается, коллекция. иконы. Иконы нет, чашки какие-то. Эльфы воинственные, это лук, уши. Что Цветы вам не нравятся? такой позиции, там, например, Розы, потому что прикасаться нельзя, да. коллекция, что такое какие-нибудь предметы. Хочется всем прям вот Что потрогать, еще как ты приезжаешь, коллекционируете? что вам нравится. Может, это оловянный солдатик? Хрупкое еще что-то. А то минут нельзя прижимать, они не сломаются. Какие-нибудь Восковые фарфоровые фигуры. куклы какие-нибудь. Восковые фигуры. Что-то очень Денис, хрупкое. фарфоровые куклы, например. А это просто фарфор. Что вообще есть сейчас? Барри или Не бабушка? терпят фамильярности. Почему их вы тогда не процветы? Что вообще правильно? Прошу, кто отвечает? Давайте я попробую ответить, господин ведущий. Прошу вас, господин Элькис. Нам кажется, что речь идет о цветах. Так. А каких именно? Допустим, о розах. Потому что есть шипы. Так. А розах все-таки, да? Небольшая их коллекция похожа на лагерь воинственных эльфов. Ну, какие-то цветы, если эльфы, то Раз, допустим, два, пусть кактусы. 3.
Кактусы. А теперь, внимание, правильный ответ. Можно любить их, но нельзя прикасаться. Какие-то были восковые фигуры, какие-то радиоприемники. Небольшая их коллекция похожа на лагерь воинственных эльфов. Так Карл Чапек сказал, но розы просто близко, а на самом деле о кактусах. 1-1. Денис Элькис просто вытаскивает этот раунд, просто вытаскивает. Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Черемисов. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Сегодня играют две команды, которые в этом сезоне уже играли. Чем вам запомнились их игры? Ну, господин ведущий, яростной борьбой они мне запомнились, потому что я смею напомнить, что команда Константина Рудера проиграла со счетом 6-5. То есть до победы не хватило буквально одного шага. Что касается команды Дениса, то она, несмотря на то, что играла впервые, она взяла решающий раунд. И тоже, в общем, обеим командам не хватило буквально одного шага до победы. Полшага, но на решающем раунде вообще проиграть не зазорно. Да, и я вообще считаю, что сегодня общими усилиями этот последний шаг будет сделан, и мы выиграем. Благодарю вас, Андрей. Третий раунд. Господин Элькис, ваши игроки в летней серии впервые сели за стол, вы во второй раз, и тут вдруг новые испытания. Скажите, сложнее играть по очереди? Пока мне кажется, что легче, господин ведущий. Пока кажется, что легче. Скажите, а как вы воспринимаете команду Рудера? Как партнеры, ведь каждая их победа и вас приближает к победе? Или как соперника, ведь каждая их неудача отдаляет от победы вашу команду? Нет, как партнера, господин ведущий, потому что действительно у нас одна цель — это выиграть сегодня. Благодарю вас. Ну что, 13-й, да? Сверху. 13-й сектор. Интернет против знатоков. Итак, сегодня в 13-й сектор поступило 12 960 вопросов. Сейчас компьютер выберет один из них. Против вас играет телезритель из Витебска Ирина Тихонова, учитель. Господин Элькис, видите, вы просили 13-й сектор вам, и Волчок прям, пожалуйста, просили, пожалуйста. Внимание, вопрос. Что, по мнению английского писателя Чарльза Лэма, является слабостью мужчин и силой ребенка? Слезы, улыбка, что еще? Слезы не женские? Да, что-то мягкое, женское. Сила ребенка, потому что он может выбросить. Плач, крик. Потому что он так может выбросить что-то. Кстати, про крик интересно. Что? Про крик интересно. Опять же, слабость. Если мужчина кричит. Это можно воспринимать как командный. Как еще? Что типичные мужские слабости? Не знаю, эмоции какие-то. Что мы теряем с возрастом именно? Красота. Силу, Женская улыбка. Ну, женскость. Большой живот. Она не дает силу ангела. Как дети могут манипулировать? Как дети могут... Гибкость ума какая-то. Они только кричат. Сила. Может, энергия? Вот что это тоже сила. Это тоже сила мужчины была бы. Наоборот, мужчины чересчур какие-то. А что это писать? Мы это Итак, нет, извините, спешил. Вот теперь итак. Отвечает Дмитрий Акулов. Прошу вас, Дмитрий. Мы предполагаем, что Чарльз Лэм так сказал о слезах. О слезах. Да, о слезах. Давайте посмотрим на экран. Слабость мужчин и сила ребенка. Почему слезы и сила ребенка? Ребенок с помощью слез может что-то выпросить у родителей, например. Ну, я не знаю ответа, но как-то все-таки мне как-то сомнительно. Давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Доверчивость, слабость мужчин, доверчивость, сила ребенка, доверчивость. Как его зовут, этого писателя? Чарльз Лэм. Ну, загнул, конечно, да, господин Левин, писатель. И Ирина Тихонова. 2-1. Вот Ирина Тихонова, смена состава. Ирина Тихонова из Витебска получит 100 000 рублей от Альфа-банка.
Уважаемые телезрители, букмекерскую компанию «Винлайн» в клубе «Что, где, когда» представляет спортивный комментатор Денис Казанский. Добрый вечер. Здравствуйте, господин ведущий. 3 месяца не виделись с вами. Расскажите, какие новости? Вопрос, конечно, интересный. Но с футбольной точки зрения, главное, что произошло, Винлайн стал генеральным партнером российской премьер-лиги, футбольной премьер-лиги. И, надо сказать, эта история не так давно началась, но очень многое поменялось. Все, что касается около футбола, загигало новыми цветами, и появилось такое определение «Винлайн матч-тура». Это самая яркая вывеска на выходных, когда футбольные команды играют между собой. А это красочное шоу, это большие концерты. В общем, любите футбол так, как любит его Винлайн. Благодарю вас, уважаемые телезрители. А что, где, когда любите, даже когда идет реклама на Первом канале. Счет 2-1 в пользу телезрителей. Мы начинаем 4-й раунд. Уважаемые телезрители, в осенней серии этого года все команды знатоков, которые сумеют одержать победу над телезрителями, получат право сыграть в главной серии сезона, зимней серии. Так что ставки, господин Рудер, высоки. Ваша команда не играла в зимней серии с 2014 года, а команда Дениса Элькиса не играла никогда. И очень хочет. Господин Фионов, а вы хотите сыграть в зимней серии? Безусловно. Подключайтесь к нам. Хорошо. Витебск. Против вас играет преподаватель Алексей Кудрявцев из Витебска. Внимание, необычный мешок. Уважаемые знатоки, подобное приспособление раньше было популярным, но сегодня им пользуются разве что ретроманы. Внимание, вопрос. Для чего нужен такой мешок? Фотографии. Это фотограф прятался, наверное. Детские фотографии, что ли? Или что? Да, почему Смотри. нет, любые? Слушай, при фотографии, когда Вот здесь открывается, ты можешь... закрываешь фотоаппарат. Ром, смотри. Или нет? Покажешь? Держи. Нет, не покажу, конечно. Он не Так, найдет. давай, Он Саша. застегивается, Смотри, застегивается. логика, что это при фотографировании, да, то есть сейчас фотографируют на телефон, там, на камеру. что это надо, при проявленной фотографии? надо Например, спрятаться можно на ли? фоне, то есть, например, мать ребенка, Нет, послушай, мне кажется, сюда что-то- мать ребенка держит, да, и вот сливается Подожди, с ты фоном. имеешь в виду про Сюда мать не или залезть. про фотографа? Это важно. Наоборот, ты что-то засовываешь руки сюда и накрываешь что-то, например, проявляешь пленку. Проявляешь Открываешь пленку. фотоаппарат. Да. Нет? Не, подожди, для проявки. Да не надо на ощупь ты это делаешь. Может, это... Что-то ты делаешь на ощупь. Не надо смотреть. Ну да, менять... Менять кассету, менять пленку в фотоаппарате. Менять пленку в Менять фотоаппарате. пластины в этом старом Вот, фотоаппарате. пленку в фотоаппарате, чтобы она не засветилась. Да, потому что... Похоже, да. Я могу сказать. Давай, Давай. Что еще? только одно обсуждали. Итак, кто отвечает? Господин Рудер. Господин Баринов Никита ответит. Мы предполагаем, что это замечательное приспособление использовалось для того, чтобы менять пленку в фотоаппарате. Естественно, пленочном, потому что других тогда не было. А теперь, внимание, правильный ответ. Госпожа Золотова, вы абсолютно правильно сказали, это приспособление для тех, кто делает снимки на пленочный фотоаппарат. Это зарядный рукав, дает возможность в любом месте безопасно, посмотрите на нашего распорядителя, перезарядить пленку, а потом ее не засветить. Я смотрел на Никиту Баринова, Александра, а представлял вас. Почему ваш капитан не дает вам отвечать, когда вы практически вырвали эту версию? Я не знаю. Саша сказала, пусть ответит Никита. Ну, а тогда вы теперь капитан Александра. Я понял. У вас там все не просто в команде. 2-2. 2-2. Нормально. 5-й раунд. Госпожа Солнцева, для вас это вторая игра в клубе, и тут вот такой марафон. Да, хотя я слышал, что вы любите марафон. Бывало. Екатерина, неделю назад вы приняли участие в московском марафоне, я вас видел из окна. Это ваш первый опыт? Нет, это мой второй опыт. Второй марафон, опыт. да. Но вы добрались до финиша? Конечно.
Да? Я надеюсь, что и сегодня вам удастся добраться до финиша. А впечатления какие у вас от марафона? Вы прям все 42 километра пробежали? Да, еще и Никита Баринов тоже. Ну, Никита у нас известный спортсмен, мы с ним про это многократно говорили. Давайте посмотрим внимательно. Суперблиц. Не хочу вас расстраивать, но это суперблиц. 3 вопроса, по 20 секунд размышления на каждый, играет один знаток. Кто остается за столом? Пусть этот марафон Никита Баринов пробежит. Никита, чтобы одержать победу в этом раунде, вам нужно ответить на 3 вопроса подряд. Также я напоминаю, что в этом сезоне компания Winline учредила приз для знатока, который сумеет выиграть Суперблиц, но пока это никому не удается. Никита, внимание, вопрос первый. Пол собаки в высоту и 1,5 собаки в длину. Денис Сибиряков из Обнинска спрашивает, о ком это сказал писатель Леонард Луис Левинсон? Прошу, Никита. Возможно, он сказал так о таксе. Абсолютно правильный ответ. Продолжаем Суперблиц. Внимание, вопрос второй. Никита, в этом сезоне, если мне память не изменяет, до 3-го вопроса не добирались. Поэтому, если вы ответите на второй, то уже будет большая удача. Юмрон по-узбекски почва, земля. Казик – столбик. Григорий Касьянов из Королева интересуется, кого в Узбекистане называют Юмрон Казик, земляной столбик. Прошу. Предположим, это суслик. Они вот так вот стоят, вот. И, возможно, они похожи на столбики. Земляные. Никита, так непонятно. Встаньте, пожалуйста, покажите, как стоят. Примерно вот так. И теперь, внимание, правильный ответ. Юмрон Казик, дословно земляной столбик. Так с узбекского языка переводится слово суслик. Продолжаем Суперблиц, решающий 3-й вопрос. Никит, вы не первый раз играете Суперблиц, вы доходили уже до 3-го вопроса? По-моему, как-то было дело. Было? Ну, давайте посмотрим. 1000 сплетников, повторявших одну и ту же историю. Семья Шерстобаевых из Москвы интересуется, о ком это сказала писательница Франсис де Понтиш Пиблс. Прошу, Никита. 1000 сплетников, повторявших одну и ту же историю. Ну, о чем? О ком? О ком? Вы меня вопрос спрашиваете. Я просто немножко запутался. Предположим, о журналистах. А теперь, внимание, правильный ответ. Представьте себе тысячи, не тысяча, а тысячи. И все одно и то же. Так писательница сказала о цикадах. Но учитывая, что вы все 20 секунд думали, что вопрос был о чем, то я понимаю, что вам было сложно сообразить. Вы перенервничали, по-моему, Никита. Счет становится 3-2. 3-2 в пользу телезрителей. Обидно. Смена состава. Семья Шерстобаевых из Москвы получит 100 000 рублей от Альфа-банка.
Уважаемые телезрители, сегодня у нас в зале новоиспеченный академик Академии телезрителей игры «Что, где, когда», преподаватель английского языка Наталья Алексеева, город Борисоглебск, Воронежской области. Добрый вечер, Наталья. Я очень рад вас видеть. Добрый вечер. Впервые вы сыграли в нашем клубе в 2005 году. Да. А после этого 4-жды играли в финалах года и все 4 раза победили. Причем кого обыгрывали? Команду Алексея Блинова, команду Андрея Козлова, еще ту 2007 года. Дважды команду Балаша Касумова. Потом была большая пауза, и, наконец, в летней серии этого года вы стали обладателем «Хрустальной совы» и, наконец, выполнили норматив Академии. Наталья, скажите мне, пожалуйста, практически каждый ваш вопрос основан на уникальной информации. Где вы ее находите? Не поверите, в многочисленных книжных магазинах. То есть вы читаете, и вам попадается тема для вопроса, или вы ходите в книжные магазины, чтобы найти вопрос для «Что, где, когда»? Нет, конечно, я выбираю определенных авторов, определенные направления в живописи, эпохи, периоды, покупаю книги, скачиваю с интернета. Да, живопись одна колыбельная Ван Гога чего стоила ваша. Скажите, а как вы отреагировали на то, что стали академиком? Вот вы смотрели в телевизор и вас признали академик. Какая у вас реакция была? Вы знаете, я так горжусь собой. Наталья, скажите, а что сказала директор школы, в которой вы преподаете? Как она отреагировала, что теперь у нее в подчинении академик? Ну, во-первых, конечно же, сразу смс-ки были от многочисленных коллег, от директора школы. А вот когда я отпрашивалась на передачу сейчас ехать, она сказала, что, не поверите, я радуюсь больше, чем вы. Она радуется больше, чем вы. Наталья, я желаю вам успехов на новом поприще и надеюсь, что вы будете продолжать радовать нас своими вопросами. 6-й раунд. Уважаемые телезрители, напоминаю, ваши вопросы на игру можно отправлять по электронной почте, адрес вопрос@tvigra.ru, по почте на Королева 12. Кроме того, вы можете просто заполнить специальную форму для вопросов на нашем сайте tvigra.ru. Госпожа Алексеева, скажите, а вы каким способом пользуетесь? Как вы вопросы присылаете? По электронной почте? Нет, я по обычной почте присылаю. По обычной почте присылайте. Старым способом, изведанным. Да. Так, ну, у нас за столом кто? Я уже немножко запутался. Покажите мне стол, пожалуйста. Так, команда Дениса Элькиса и Карабулак. Против вас играет системный администратор Николай Сущенко, село Карабулак. Господин Миша, в конце 19 века был построен, посмотрите на экран, Саратовский ледокол. Он стал первым ледоколом в России и первым речным ледоколом в мире. Но это для справки. А суть вот в чем. Путь новенького судна в Саратов пролегал через систему Мариинских каналов, где некоторые шлюзы были уже, чем сам ледокол. Внимание, вопрос. Что же заранее предусмотрели инженеры, чтобы ледокол мог пройти эти шлюзы? В чем уникальность его конструкции? Возможность установки колес может быть. Да, колеса существуют корабли, которые могут переворачивать. Например, его можно было поставить, чтобы он проехал. А как он уже станет? Смотрите, он же все Нет, равно... зачем? Просто на берег вывести. Да. шлюзы все равно. Существуют корабли, которые могут переворачиваться и боком, например, проплыть. Но это современно, это современно. Боком может поместиться или нет? Корабле уникальность, да, должна? Все-таки он на колесах встает. У него две половины не отделяются. Нет, Он реально на две части разделяется. На две части. Платформа, на котором он не может как-то наверх уходить, чтобы только нижняя часть... он просто переобразует. В чем уникальность конструкции? А видите, у него две трубы, как бы, вот так вот по пути. Он реально на две части. Смотрите, две трубы. Но это странно, у него нет линии. Нужно же сузить. Почему?
Ну, кстати, а как вы важно ли, что это недокол? Версию, что? Колеса странно. Колеса, чтобы... Пополам, потому что две трубы, видите, они Чтобы перевести по берегу. Симметричность. Итак, кто будет отвечать? Сейчас очень интересно, господин Элькис, кто будет отвечать? Отвечает Денис Мишин. Денис Мишин, прошу вас. Вот, ну, были хорошие версии, но нам понравилась версия, очень симметричная картинка, очень симметричная конструкция. Возможно, данный ледокол можно было разделить пополам и потом собрать заново. То есть он делился, предположим, на два самостоятельно плавающих объекта. Это то, о чем говорил Семен Попов, да? Вы эту версию озвучили. Я скорее услышал вот со стороны Дмитрия. Теперь, внимание, правильный ответ. Господин Козлов, я никогда не пойму, по какому принципу капитаны выбирают отвечающего. Это мне, видимо, не дано. Сия тайна. Господин Попов, я хочу вас поздравить. С чем, господин? Шлюзы были узкими по ширине, ледокол не проходил. И вы обратили внимание, абсолютно правильно, как расположены трубы. Не вдоль корпуса, как обычно, а поперек. Инженеры спроектировали конструкцию таким образом, что ледокол можно было, посмотрите на экран, разделить на две части, каждая из которых могла плыть автономно. А после прохождения шлюзов можно было соединить. Денис Мишин, Семен Попов, 3-3. Уважаемые телезрители, лучший знаток этой игры получит от госкорпорации «Росатом» традиционный приз – «Хрустальный атом», а определит лучшего Андрей Черемисинов. Андрей, даже не знаю, как вы будете выбирать сегодня? Их 12 человек. Вы справитесь? Я надеюсь, что я справлюсь. Я просто понимаю, что значение этого приза в 2 раза выше. Потому что он вручается одному человеку из 12, а не из 6, как обычно. Что-то вы какой-то грустный, счет 3-3. Вы обычно так говорите при счете 5-1 в пользу телезрителей. Андрей, ну в любом случае вы можете выбирать из любой команды, которая выиграет, которая не выиграет. Вот кто... Хотите за самый яркий ответ, хотите за, как по системе гол плюс пас. У вас полный карт-бланш. Что хотите, то и делайте. Благодарю вас, господин ведущий. 7-й раунд. Господин Попов, да, господин. В таких играх еще большее значение приобретает воля волчка. Кому какой вопрос он выберет. Вам пока везет с вашей точки зрения или нет? Надеюсь, да. Ну, вроде все похоже на то. Суперблиц же не у вас был. Это верно. Уже хорошо. Это правда. Мне кажется, что когда играют равные команды, очень многое решает случай. Семен, скажите, а я не оговорился? Вы равные команды? Покажет игра, мне кажется. Ну, как вам кажется? Мне кажется, обе команды достойные и вообще большие молодцы. Кагул. Против вас играет повар Евгений Романов из Кагула. Внимание, Питер Брейгель. Уважаемые знатоки, перед вами работа знаменитого нидерландского живописца XVI века. Со временем эта картина стала своеобразной энциклопедией. Внимание, вопрос. Что изучают с ее помощью? Досрочный ответ, господин ведущий. Досрочный? А кто отвечает? Давайте я попробую ответить. Так. Нам кажется... Вы вообще-то капитан, у нас капитаны не отвечают на вопрос. Так, прошу. Я попробую, господин ведущий. Нам кажется, что с ее помощью изучают фламандские пословицы. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Элькис. Да, господин ведущий. Вглядитесь в эту картину. Действительно есть картина Брейгеля про фламандские пословицы. Но мы уже играли в этот вопрос. Что, где, когда. А здесь кто-то катается верхом на бочке, кто-то играет с обручами, кто-то в чехарду. Эта картина Брейгеля стала своеобразной энциклопедией
игр XVI века. Господин Элькис, не отвечают у нас капитанам, это запрещено. Шучу. 4-3 в пользу телезрителей. И на такой ошибке Дениса Элькиса повар Евгений Романов из Хакула получит 100 тысяч рублей от Альфа-банка. Смена состава. Реклама на Первом канале. Господин Казанский, а у меня вот к вам такой вопрос. А вы сегодня за какую команду болеете? За команду Рудера или за команду Дениса Элькиса? Вы знаете, господин ведущий, я вообще обратил внимание на процесс, потому что вы сами используете часто лексику спортивных комментаторов, смена состава, чистейший хоккей. И, конечно, от этого получаешь удовольствие. Что касается персональных пристрастий, то сложно сказать. Много «но» и «если», как говорит большой один киногерой. С одной стороны, в команде много тесок у Элькиса, с другой стороны, Рудер играет блестяще. Посмотрим. Но самое главное, что и у телезрителей есть возможность не просто болеть за знатоков сегодня, а и выбирать свою любимую команду, как и у пользователей Винлайна. Потому что можно выбрать свой любимый клуб, хоккейный, футбольный или даже баскетбольный. Сергей Зорин, такое тоже работает. А в чем соль истории? В том, что если выбираете свой любимый клуб, процент от каждой ставки идет так называемый накопительный фонд любимой команды. То есть вы играете и помогаете любимой команде. Так что наслаждайтесь игрой, остальное за Винлайн. Благодарю вас, а мы продолжаем игру. 8-й раунд. Итак, господин Рудер, счет 4-3 в пользу телезрителей. Ваша команда в 3-й раз села сегодня за стол и 4-го раза не будет. Либо вы выиграете 3 раунда подряд, либо шанс на победу останется только у команды Дениса Элькиса. Да. Вы как-то настраивались в перерыве на игру? Конечно, конечно. Скажите, а вот интересный момент. Вот счет 3-3, да? Понятно, что вы еще сядете один раз. Вот вы расстроились, что Денис Элькис взял досрочный ответ и не ответил? Или обрадовались, что вы все-таки сядете? Больше расстроился, конечно, я. Королев. Против вас играет сотрудник агропромышленного комплекса Игорь Свириденко, город Королев, Московская область. С 1917 года он уже не имел никакого отношения к Александру Александровичу. Внимание, вопрос. А с какого года он стал связан с Александром Сергеевичем? Музей Аэропорт Домодедово? Русский музей? Русский музей был... Послушайте, русский музей был Александра 1837 плюс 100. А стал имени Пушкина. Пушкин кто может до этого быть. город? Никита, Русский музей в Питере был, например, имени Только он Александра не стал с Пушкина, по-моему. А вот изобразительных... Год 1937, 100 лет. Назывался. Музей изобразительных имени Пушкина. Музей имени Пушкина. Александр Александрович кто у нас? Сын, да. Скорее всего, Александр. Да почему сын? Кто-то А еще Русский музей, он точно не относится... Нет, основатель Александр сказать точно. Пушкин имени не получал? Я понял, нет. Александр Я не III, помню. что-то имени Александра III, а потом Александра имени Пушкина. В каком году он связан? Смотри, может либо 100 лет от даты рождения, либо 100 лет от даты смерти. Давай. Да. Еще у нас есть? То есть смотри, Александр Александрович, это Александр, получается, III. Действительно, да. Пора отвечать. Минута закончилась. Господин ведущий, мы проигрываем по ходу игры. Помощь никто вам не предлагает почему-то. Ну, мы вправе ее попросить, тем не менее. Вправе. Вы просите помощь клуба. Мы просим помощь клуба, если... Ну, вопрос вы не повторяете, да, если помощь клуба? Это как любой каприз. Хотите, Повторите, повторю? пожалуйста, вопрос. С 1917 года он уже не имел никакого отношения к Александру Александровичу. А с какого года он стал связан с Александром Сергеевичем? Уважаемые знатоки и гости нашего клуба, у вас 20 секунд. 37-го. Ну, царское село, детское село Пушкина. Он был Пушкин называется, да? Сейчас Пушкин, да. А Александр Александрович? Называется, да. 37-й, как я и говорил. Царское село никакого отношения не имеет. Царское село это Ну, год все равно 37. Господин ведущий, год назовет Никита Баринов.
Мы полагаем, что это 1937 год. А почему вы сами не стали отвечать? Роман Кузиков всю минуту этот год называл. Подстраховались. А мы же не сможем иначе использовать помощь клуба в данном случае. А теперь, перед тем, как огласить правильный ответ, я задам вам вопрос. А о чем речь-то все-таки? Формально вопрос с какого года, поэтому... Явно что-то переименовали в честь Пушкина в связи с его столетним юбилеем. Вот что именно, у нас было несколько версий. Я все-таки... Никит, я не буду засчитывать или не засчитывать. Я просто... Я предполагаю, что это город Пушкин. Город Пушкин. А был город Александр III. Вот я не уверен. Возможно, Внимание, правильный ответ. Господин Друсь, а вы-то вообще где? Вы все-таки знаток у нас, магистр. Вы вообще... У вас тут про Царское Село кто-то говорит. Да ерунду говорят про Царское Село. А вы что хотели бы сказать? Да я вот не знаю, что сказать. Так вы не знаете. Канал Грибоедова же ложится? Нет, да ну что вы, господин Авдеенко, вот с кем надо было в такие вопросы играть, боже мой. До революции он носил имя императора Александра III, Александра Александровича. А в честь Александра Сергеевича Пушкина музей изобразительных искусств господин Друсь в Москве. Это в Москве? Поздно. В Москве, да. В 1937 году, в столетнюю годовщину гибели поэта. Господин Гиязов, ну формально был вопрос, какой год, а потом, если у нас магистры не знают, то что требовать от этой команды? 4-4. Но, господин Гиязов, 100 тысяч рублей от Альфа-банка мы отправляем в Королев Игорю Свириденко, потому что компенсация за помощь клуба. Давайте отправим 150 тысяч рублей в связи с этой ситуацией. За Пушкина. Господин Друсь, у меня к вам такой вопрос. Александр, скажите, а вам интересно смотреть за игрой в присядку, как вы ее называете? Вам нравится такой формат? Ну... Зрительский. Зрительский, да, участвовать нет. Господин Козлов, а вы, как я помню, наоборот, не фанат такого формата, да? Я тут вспоминал, я последний раз играл такую игру в 2000 году, в юбилейные игры, в последнюю игру Владимира Яковлевича Ворошилова. Это было 22 года назад, страшно сказать. Да. Ну, а смотреть вам нравится? Вот интересно смотреть, когда две команды, или это только путает, мешает, как вам кажется? Вы понимаете, в чем дело? Я думаю, что здесь, вот нам здесь в зале, и мы члены клуба, и мы, конечно, знаем игроков, нам все ясно и понятно, а насколько это понятно телезрителю, мне трудно судить. И я вам скажу еще одну вещь. Здесь, конечно, есть проблема с командой, с ее настроем. Очень трудно возвращаться каждый раз, и тебе надо начинать играть, а вы знаете, что начало игры каждый раз самое сложное для любой, даже самой опытной команды. Поэтому здесь... Но я с интересом смотрю сейчас. Мне очень интересно, чем дело кончится. Прямо хоть карты раскладывай. 4-4. Что было, что будет. 4-4. Девятый раунд. Госпожа Золотова, Александра, скажите, пожалуйста, а вот вы можете сравнить ваши две команды? Вот в чем ваша сила, а в чем сила команды Дениса Элькиса, на ваш взгляд? Мне кажется, ну, это очевидно, у нас больше опыта и больше было возможности как-то играть, сплотиться, обсуждать. А команда Элькиса меня еще в летней серии очень поразила своей уверенностью. Вот для первой игры, мне кажется, не очень уверенно играли, смело. Я думаю, что это их сила. Ну что, посмотрим, чья возьмет. Счет 4-4, уже никому ошибаться нельзя. Калининград. Против вас играет копирайтер Жанна Бойченко из Калининграда. Господин Рудер, погодка сегодня, конечно, так себе. Согласны? Да, ну лучше, чем вчера, но тем не менее. А прогноз на понедельник не слышали? Нет, не слышал. Это вопрос или вы меня спрашиваете? Нет, это просто я с вами поговорил. Ну, вероятно, дожди. В конце 19 века, когда во всем мире телевидения еще не было, радио не пришло в каждый дом, а газеты печатались заранее, одна метеорологическая служба
нашла решение, как сообщать населению краткий прогноз погоды на сегодня. Похолодание, потепление, дождь, туман. Особенно актуально это было для жителей сельской местности. Внимание, вопрос. Записали? Что придумали в метеорологической службе и что за служба им в этом помогла? Может, Пожарные? Почтовая служба. А, почтовые голуби. Почтовых голубей как-то? А как? Холод, тепло, служба. Вывешивали какие-то флаги, там сильный красный. Колокола, да, церковь, я думаю. Ну, служба. А может быть пожарные? Ребят, как пожарные? Нельзя. Как пожарные могут помочь? А как? Тоже колокольчики? Сирена, не знаю. Сельская местность что нам дает? На церковь. Очень нам не нравится церковь. Мне нравится. А служба? Служба, церковная служба. Да, церковная служба. А, Голуби. служба. Ребят, цвета радуги какие-нибудь выкладывали. Какие еще Полотно, службы есть, ребят? полотно. Какие службы в деревне есть? Как они 4 делают? варианта. Похолодание, потепление, дождь, туман. Монастырские службы им рассказывали. Может, им рассказывали церковные службы? Ну, сельский Да, староста. просто рассказывали прямо. Или через колокола. Слушай, медицинская Наверное. служба, пожарная служба. Как, колокола или на самой службе На рассказывали? самой службе рассказывают, что больше нравится. Наверное, колокола, потому что... Колокола, чтобы Слышно, все разливается. слышали. Да. Понимаешь? Это мало чего есть. Вот в чем. Итак, сначала кто будет отвечать? Господин ведущий ответит Никита Баринов на этот вопрос. Итак, Никита, каким же образом сообщали похолодание, потепление, дождь или туман? Мы предполагаем, что с помощью колокольного звона. Каким образом? Ну, были какие-то условные сигналы, которые можно было довести до жителей или хотя бы до одного из жителей селения, который бы потом рассказал. Ну и когда люди собирались на церковные службы, они могли слышать эти колокола и определять, либо им рассказывали, хотя бы один человек рассказывал, какая ожидается погода. Теперь, внимание, правильный ответ. Служба-то какая? Церковная? Церковная служба. Ну да. Там же ее службой назвали. Вы согласны со мной? Ну, я назвал ее службой. Скажите, а кто вначале сказал почтовая служба? Вот у вас в самом начале было, и потом вы отсюда уехали. Александра Золотова, по-моему, да? Я послушался. Рома. Или Рома. А почтовая служба-то как могла помочь, Александра? Может быть, каким-то образом клеила или наклеечку на письмо. Ну нет, наверное, это сложно. Или как-то помечала письмо, которое клала... Газету, которую клала в почтовый ящик. Ну, практически, Александр. Практически. Внимание, правильный ответ. Телевидения не было. Радио, можно считать, тоже не было. Но почти ежедневно в дома приходили почтальоны. Придумали следующее. Прогноз погоды приходил на почту, а сотрудники почтовых отделений ставили на газеты или письма. Посмотрите на экран. Специальные штемпели. Вот тут написано «Снег». Так жители узнавали оперативный прогноз погоды. Александра, в вопросе с фотоаппаратом вы всех добили, а здесь вам не хватило настойчивости. 5-4 в пользу телезрителей. Смена состава. 100 тысяч рублей от Альфа-банка за этот, на мой взгляд, очень интересный вопрос получит Жанна Бойченко из Калининграда. Десятый раунд. Господин Элькис, теперь ваш последний шанс. Команда Рудера сошла с дистанции. Теперь либо вы победите и получите право сыграть в зимней серии, либо телезрители лишат вас этого права. Скажите, Денис, а ваша команда придумала ответ на тот вопрос? Ну, вы по отдельности стоите, вам, конечно, тяжело. Тяжело. А в зале кто-то придумал? Кто? Дима придумал? Авдеенко. Дмитрий Авдеенко. Дмитрий, ну вы вообще меня сегодня так с музеем Пушкина поразили, что я уже просто боюсь у вас спрашивать. Нет,
Улан-Удэ. Господин Элькис, вы капитан неопытный, я вам напоминаю, что при счете 4-5 это ваш последний шанс взять минуту в кредит, но ее тут же придется отдавать, вы помните, да? Понятно. Если понадобится. Против вас играет студентка Екатерина Корчагина из Улан-Удэ. Вопрос снят самой телезрительницей. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Давным-давно двоюродная бабушка отправила посылку с подарками для меня, моего брата и моей сестры. Там были игрушки Оли, Сид и Милли. Милли мы потеряли, поэтому такая картинка. Недавно мы вспомнили об этом и догадались, что их имена отвечают на вопросы «что», «где», «когда». Внимание, вопрос. А что означают их имена? Оли, Сид, Олимпиада. Допустим, Сидней, да, хорошо. Сидней и Милли. Милли, когда? Когда? Миллениум, Сидней, 2000 все. Олимпиада, 2000 года. Хорошо. Ребята, они с ручками вот так делают. Это талисманы похожи, да? Ручками делал. Милли. Что? Олимпиада, где? Сидней, когда? 2000 год, миллениум. Потому что. Точно. 2000 год. Вот начало, там я, брат, сестра получили подарки. Три подарка от И давно по времени от бабушки могли 2000 год? Ну, скорее могли. Давно, нормально. Такого времени похоже. Хорошо. Прекрасно. Будем? Нет, Оля. Дима ответит. Давай, Дима. Господин ведущий, мы готовы отвечать. Прошу. Ответит Дмитрий Акулов. Дмитрий Акулов, прошу. Господин ведущий, если вас не затруднит, повторите, пожалуйста, формулировку. Что означают их имена? Их имена означают Олимпиада. Что? Олимпиада. Где? Сидней. И когда? Милли, 2000 год. Миллениум. Сидней и миллениум, 2000 год. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Мишин, Денис, скажите, пожалуйста, а вы бы самостоятельно ответили на этот вопрос? Не уверен, как мы видели в самостоятельной игре, мне еще есть чему поучиться. Просто этот вопрос не выпал вам в решающем раунде, а мог выпасть. И, может быть, все сложилось бы по-другому. Господин Акулов. Да, господин ведущий. Вы абсолютно правы, что Олимпиада, где Сидней, когда миллениум. 5-5. Одиннадцатый раунд. Да, но что касается волчка, на мой взгляд, сегодня, конечно, на мой взгляд, вам везет больше, чем команде Константина Рудера. Все-таки самый сложный вопрос был у них, на мой взгляд, про прогноз погоды, суперблиц у них. Но везение — это тоже часть победы, если она будет. Сейчас все решится. Давайте посмотрим на волчок, Любытина, Блиц я вижу и Бокситогорск. Бокситогорск. Напряженная тишина. Против вас играет научный сотрудник музея Артем Межурецкий, город Бокситогорск, Ленинградской области. Осенью 1592 года в деревне Тявзино, недалеко от Ивангорода, проходили переговоры между русскими и шведскими послами. Информация о ходе переговоров передавалась следующим образом. Сначала подлинники сообщений доставлялись из Тявзина на заставу в Тесово. Там копировались. Копии пересылались в в Новгород, где еще раз копировались. И только потом документы отправлялись в Москву. Записали? Внимание, вопрос. Для чего нужна была вся эта канитель?
Чтобы сверить все копии в конце и проверить, есть ли шпионов найти шпиона? на каком-то экземпляре. Кстати, это тоже забавно. Чтобы не фальсифицировать. Нет, на каком конкретном участке есть шпионы, да. Еще давайте проверять, потом Есть в итоге 3 документа. 3 документа. Да, 3 копии и 1 документ. Почему сразу не отправить? Почему сразу в Москву не отправить? По пути ограбят, что-то изменят. Зачем переписывать? Что-то портится. Это на границе? 1592 Ну год. не так далеко. Нет, это все по территории России, я так понимаю. Давно, 1592 год. На чем писали? Бумага. А, кстати, Пером нет, на бумаге писали. А там печатали или нет уже? Книгопечатание уже было. Со временем, чтобы... Подождите, все 3 бумаги Канитель, да, приезжают? зачем? Мне кажется, пока чтобы сравнить все и проверить, точно нет переписывания или нет. Когда ты 4 копии сверяешь, И что тогда ты выяснишь? Ребят, ничего портится в процессе не могло. Вот переброски, нет, чтобы... скорее всего. это как РСА, как скрытый ключ. Нет, Дима тогда лучше. Давай сам. Итак, прошу, кто отвечает? Я попробую ответить, господин ведущий. Соберитесь. Вы уже раз сегодня спасли команду на вопросе про кактусы. В чем же там дело было? Что такая канитель? Прошу. Да, они делали несколько копий, получается, вот 4 города участвовали, 2 копии. Видимо, это делалось для того, чтобы после этого сверить вот эти вот копии и выявить, например, утечку информации, ну или какого-то злоумышленника на одном из этапов. А теперь, внимание, правильный ответ. Мне интересно, в зале есть у кого-то версия? Только все не шумите по одному. Есть у Алексея Бакуменко. Алексей Бакуменко, какая у вас версия? Господин ведущий, мне кажется, что это была попытка избежать заражения эпидемии, чтобы до царя грамота дошла чистой, без бактериях. А еще какая версия есть? Дмитрий, у вас какая, Авдеенко? Я тоже думал, что какие-то карантинные меры соблюдали таким образом, чтобы физически носитель не дошел до... Господин Элькис, а что свирепствовало в 16 веке? Возможно, чума. Да, все это делалось для предотвращения распространения чумы. 6-5, к сожалению, в пользу телезрителей. Счет 6-5 в пользу телезрителей. Команда Дениса Элькиса терпит поражение и теряет свой шанс сыграть в зимней серии. Вот имена телезрителей-победителей. По 100 тысяч рублей получат Ирина Фомина из Великого Новгорода, вопрос о парикмахерах. Ирина Тихонова из Витебска, вопрос 13-го сектора. Семья Жерстобаевых из Москвы, вопрос о 1000 сплетников. Евгений Романов из Кагула, вопрос о картине Брейгеля. Жанна Бойченко из Калининграда, вопрос о прогнозе погоды. И Артем Межурецкий из Бокситогорска, вопрос об эпидемии. Господин Черемисинов, кто получит сегодня хрустальный атом? Сегодня лучшим игроком, на мой взгляд, была Александра Золотова. Александра Золотова, я поздравляю вас, вы лучший знаток этой игры. Господин Гиязов, кому достанется приз за лучший вопрос? Лучшим вопросом, ну, я думаю, что это вопрос о почтальонах и прогнозе погоды. О прогнозе погоды. Телезритель получит от вас сколько? Дополнительные 200 тысяч рублей. 200 тысяч рублей. Уважаемые телезрители, вторую игру осенней серии смотрите в следующее воскресенье, 2 октября в 22 часа 35 минут на Первом канале. У нас будет тоже что-то интересненькое. А эта игра закончена. Спасибо всем 12 знатокам за игру. Господин Элькис, какое у вас впечатление вот от такой игры? У вас первый опыт. Что скажете? Двоякое, господин ведущий. Поиграть всегда приятно, но проиграть не очень. Господин Рудер, а у вас? У меня вот в голове слово чехарда из последнего вопроса. Как-то так. Канитель, да, извините. У вас канитель из-за последнего вопроса. Госпожа Сибуля, вам-то понравилось? Да, мне понравилось. Но я же зритель, поэтому мне понравилось. Зрителям интересно. Да. А сейчас на Первом канале документальный фильм Александры Франк «Донбасс. Дорога домой».